Всем доброй ночи, друзья мои. Пока собиралась снимать, то звонки телефонные, то еще что-то отвлекли. И свечи практически уже догорают, но ничего страшного. Хочу вам подарить работу, которую я обещала. Давно обещала, никак не могла собраться. Кукла Зим-Зим. Это из африканской традиции вуду. Денежная кукла Зим-Зим. Этой денежной куклой вызывали деньги. Первая кукла Зим-Зим у меня была, я даже не помню, может быть, студенческие годы, может, первый, второй курс, точно не скажу. И я сама смастерила эту куклу, а потом она куда-то потерялась. По-моему, ребенок у меня был маленький, любил играть с этой куклой, а потом она потерялась. Потом я купила такую игрушку Арлекин. Бабушка продавала 10 рублей, вот я до сих пор помню. Она там стояла, несколько у нее остались, такие необычные Арлекины. Вот этот мне понравился. И от этой куклы такая энергетика шла. Я сделала эту куклу, куклой Зим-Зим. Главное условие, она должна быть тряпичная кукла, поэтому... И тоже срабатывала. Тогда я говорила определенными словами. Потом я ее доработала, эту работу, и создала уже на суахили. Я знаю язык магии суахили, и это мне позволяет, дает возможность создать работу. Я вообще любитель изучать языки, даже если, например, я не чисто говорю на определенных языках, но некоторую часть слов я могу знать, и, естественно, на этом создаю работы, на этой почве. Почему так важны разные работы на разных языках? Я вам уже говорила, у каждого языка есть своя энергия, своя вибрация. Помните, я вам говорила, что, например, народы, у которых кочевой язык, они не живут богато. Почему? Их язык, вибрация, сила их языка, энергия их языка – это язык пустыни, язык, равнин, степей. И энергия их языка все сушит вокруг них. Вот люди, которые, например, говорят на тюркском, если они получили русское образование или другое там, на другом языке общаются, разговаривают и живут, у них есть в жизни достаток. Они говорят на своем языке, но не так часто. А люди именно из периферии, которые именно говорят на своем языке, они не живут богато. У них не получается продвижение вперед. Почему? Потому что это язык пустыни, это язык степей. Оно сушит все вокруг, и жизнь останавливается. И те люди, которые узнали себя, они это подтвердят. Уже не раз мои вот эти исследования приводили к этому. На языке кочевых народов можно делать воздаяние врагам. Замечательно сработает. Хотя, например, монгольский язык, хоть он тоже степной язык, но язык удачи. Я заметила, что это очень удачливый язык. Смотрите, монголы, не имея ничего, просто в степях создали целое ханство. И их примеру потом последовали другие люди. Именно поэтому создана, например, работа «Удачи кочевника». И так можно перечислять бесконечно. Поэтому я на разных языках создала работы и создаю, потому что у каждого языка есть своя сила, своя энергия. Иногда это очень совпадает с энергией человека, который совершенно не имеет никакого отношения к этому народу. Но энергия совпала, и получился замечательный результат, неожиданный. Итак, друзья мои, значит, кукла. Кукла должна быть тряпичная. Допускаются вот такие перья. Можно зашить монетки, камушки, как хотите. Нужно разложить деньги, монеты
любой страны, где вы живете, можете раскладывать. Можете разложить рядом и атрибуты богатства, драгоценности и так далее. Можете не раскладывать, можете только монеты. 3 зеленые свечи, значит, источник богатства, ну и символ богатства. Востока зеленый цвет. Вы должны, сейчас, секунду, 8 раз читая, вот этой куклой касаться этих денег. Вот так вот. Монет. Куклу лучше хранить там, где ваши там украшения, деньги и так далее. А может, там, где просто украшения, или где отдельно деньги. Неважно. Это денежная кукла. Время от времени через эту куклу, эта кукла посредник между силами удачи и человеком. И поэтому, то есть через эту куклу призывают силу удачи. Вот ее так тормошат, ее оживляют внутри того духа денег, который призывается внутрь. А потом этот дух денег так и остается. И каждый раз, когда вы заговариваете, то есть призываете деньги, вы должны вот так вот делать. Тормошить, разбудить дух денег в кукле. А потом эту куклу нужно сохранить, то есть хранить в том месте, где ваши деньги или драгоценности. Если потеряется, ничего страшного нет. Это не значит, что ваша удача ушла от вас, и не стоит паниковать. Просто берите, делайте новую куклу, смастерите, потому что как бы старая уже потеряет силу. Кроме вас, никто не должен коснуться этой куклы. Если кто-то коснулся, все, берите другую куклу, потому что она теряет силу. Только ваша энергия должна быть на этой кукле. И, то есть, энергия тех сил, которые вы призываете. Естественно, если вы заказываете у мастера, или вы закажете где-нибудь, или в каких-то эзотерических магазинах купите такую куклу тряпичную, понятное дело, что тогда там были и другие энергии, имели место быть. Но это тогда. Я имею в виду, после того, как вы начитали, вы не должны больше никому в руки дать. Я начитаю на суахили. Придется вам пока останавливать и переписывать, потому что в ближайшее время, пока Яна не успевает это все как бы набирать текст. Тем более мы сейчас другую книгу уже готовим к изданию. Поэтому немного относитесь с пониманием. Но поскольку мои зрители уже не раз переписывали с моих слов, которые работают с других языков, да, они могут вполне замечательно переписать. Суахили, тем более, вам очень знаком. Очень многие работают на суахили, и он для вас не чужой язык уже давно. Итак, да, и свечи просто догорают, свечи просто выкидываете, ничего делать не нужно. Опять кладете монеты. Эти монеты можете потом потратить, можете не потратить, может, они у вас просто лежат, без разницы. Здесь совершенно не имеет отношения к этому. Вы просто оживляете силу денег, духа, который внутри этой куклы должна быть, потому что этот дух потом приходит каждый раз призывая, он там потом селится, остается, и вы его каждый раз активизируете. Итак, начнем. Итак, я не буду сейчас показывать, что нужно делать, потому что это меня будет отвлекать. Но вот так вот, слегка касаясь, начитывайте 10 раз этот заговор. Прочитаю медленно, чтобы вы могли записать с моих слов. Зим-зим, нисикилизе, вито ква рохо, пахати, тафатхами, тоа, кванджу, песа, бахати, нужема. Нжема или нужема – это одно и то же слово. Тхахабу, фетха, сааса, алмаси, маниоя, зим-зим, фения. Зим-зим, нисикилизе, вито ква рохо, пахати, тафатхайли, тоа, кванджу, песа, пахати нжема, тхахабу, фетха, сааса,
алмаси, маньоя, зим-зим, фения. Зим-зим, нисикилидзе. Нисикилидзе или Нисикилидзе. Не грузинская фамилия, но так звучит. Витоква рохо. Бахати. Тафатхали. Тоа кванджу. Песа. Бахатин джема. Тхахабу. Фетха. Саса. Алмаси. Маньоя. Зим-зим. Фения. Зим-зим. Нисикилизе. Вито, кварохо, бахати. Тафатхали, тоа, кванджу. Песа, бахатин джема. Тхахабу, фетха, саса. Алмаси, маньоя. Зим-зим, фения. И учтите, кладете возле денег, деньги начинают прибавляться. Кладете возле украшений, украшений начинает много дарить, или вы можете купить по выгодной цене. Как-то она вот так работает, чтобы вы знали. Желаю всем удачи.